Всем привет, меня зовут Анатолий, и я рад видеть вас на моем YouTube-канале. Сегодня я хотел бы поделиться с вами моей подборкой книг на лето, как я считаю, хорошо подходят, потому что они и несложные, и легкие, и за лето их, в принципе, можно прочитать. Итак, начнем. Всего я выбрал 5 книг, я их все читал, они мне почему-то понравились, именно поэтому я их выбрал. Я разделил их на 2 категории. 3 из них это художественные, а 2 это такие богословские. Одна чуть полегче, а другая чуть-чуть посложнее. Начать я бы хотел с книжки, которая называется «Молодой бунтарь в Бристоле». Я выбрал эту книгу неспроста, я сам читал ее летом, когда мне было лет 13, наверное. Именно поэтому я ее выбрал, потому что она запала мне в сердце. Я находился летом, естественно, у своего брата, как я уже рассказывал, в библейской лиге. И он дал мне задание прочитать, чтобы получить доступ к компьютеру, поиграть. Это была книга, которую он порекомендовал, и тогда она запала мне очень сильно, и я помню, что я был под большим впечатлением. Это книга о семье миссионеров, которые решили открыть детские центры. Их история описывается очень интересно. На каждом этапе они все больше и больше доверяют Богу. И удивительная история, потому что она выглядит больше как миф, чем реальность. Но я знаю этого человека, я знаю, что есть его автобиография, и это невероятная такая история. Я думаю, вам понравится. Она читается очень легко, очень вдохновляет на духовные какие-то дальшие свои победы, потому что ты видишь, как человек, полностью доверяя Богу и делает служение для Бога, и тогда Господь делает все, чтобы это служение было, чтобы оно прославило Его, и это очень сильно вдохновляет на то, чтобы что-то делать и не забывать никогда о молитве. Вторая книга, которую я хотел бы вам порекомендовать, это, наверное, уже всеми известная «Путешествие пилигрима». Джон Буньян ее написал, и я думаю, что каждый христианин либо слышал, либо читал, но ее никогда не поздно перечитывать, и она действительно читается очень легко. В ней есть очень много классных истин, которые хорошо понимаются, автор очень хорошо пишет. Мы знаем, что автор сам христианин, естественно, поэтому книга христианская, она пропитана Евангелием на каждый день, для каждого из нас, и я советую, если вы ее читали когда-то давно, перечитать. Никогда не поздно и никогда не рано. Я думаю, это лето будет идеально для того, чтобы перечитать эту книжку и понять, как именно Господь действует. Еще я выбрал эту книгу, потому что я читал ее несколько раз, и я, в принципе, очень двояко отношусь к ней. Мне очень нравится литература художественная, я люблю хороших писателей, но мне не нравится слог Буньяна вообще, потому что она написана очень просто, по-моему. Все очень прямо, то есть нету красивых завуалированных каких-то понятий. Он пишет очень прямо и четко. Мне очень понравилось, как он описывает историю христианина, и мне нравится, как он показывает, через какие этапы мы проходим, и что всегда Господь с нами, что Он действует, и что Он никогда не оставляет. И этим она как вдохновляет и подпитывает, и это как легкий богословский труд, я бы так сказал, но только в художественном исполнении. Это очень хорошая книга, надеюсь, вам будет интересно ее прочитать. Если вы вообще никогда не читали, то советую обязательно к прочтению. Это каждый христианин должен прочитать ее, это 100%. Следующую книгу, а точнее серию книг, которые я хотел бы порекомендовать, это «Хроники Нарнии». Да, я знаю, что она очень известная и популярная, что ее во всем мире уже экранизировали, но я бы хотел обратить ваше внимание на самую первую книгу и на последнюю. В первой книге Клайв Льюис невероятно описывает творение. Он делает это сравнивает с музыкой, он показывает, как созданы миры, каким образом, то есть это вводит, в принципе, в всю хронологию, и становится больше понятно потом другие сюжеты, но самое главное, там очень хорошо показан Бог как Творец, как Создатель всей Вселенной. Это одна из невероятных, наверное, книг, которая мне очень сильно понравилась. Я помню, мне стало намного легче понимать, как Бог творил, что Он сделал и насколько Он всемогущ.
На этой книге мы и заканчиваем серию художественных книг. Это вот 3, которые, я думаю, вам будут интересны летом почитать. Ну, по факту, если вы прочитаете все хроники Нарнии, то их будет больше намного книг. И переходим к богословским. Первая богословская книга, которую я хотел бы вам порекомендовать, называется «Настигнут страданиями». Р.С. Спроул написал ее. Я не знаю, насколько она известна и популярна, но я помню, что когда я ее нашел и прочитал, то мне открылось то, как Господь действует в своих страданиях, как Господь действует в наших страданиях и насколько сильна и могущественна Его рука. И я думаю, в это тяжелое время для всего мира это будет, наверное, самая правильная книжка, которую можно прочитать, потому что вы поймете, как Бог действует сейчас в этих страданиях и почему они есть. Она небольшая, но она открывает замысел Бога, именно почему страдания, они есть в этом мире и как Бог через них может действовать. Спроул – это доктор богословских наук, он известный в своих кругах, естественно, и мне очень нравится, как он пишет. Он пишет очень понятно и просто, но при этом очень глубоко. Так что, если вы смотрите на всю ситуацию в мире и каждый раз спрашиваете, почему страдания есть и как можно с ними бороться, то вы можете прочитать эту книгу, и я думаю, вам станет ближе Бог и даже в ваших страданиях или в страданиях других, и вы поймете, как Бог действует. Следующая книга, которую я хотел бы порекомендовать, она у меня есть. Вот в таком бумажном варианте. Не знаю, видно вам или нет. Но остальные книги у меня тоже были, но сейчас именно в печатном варианте их нет, так как мы переезжали несколько раз, и часть книг у меня потерялась. Но эту книжку я читал совсем недавно, поэтому она у меня есть физическая. Она называется «История искупления и канон Нового Завета». Ее написал Герман Ридербос. Я ее рекомендую к прочтению, потому что она очень хорошо показывает с точки зрения истории искупления, почему выбран именно такой канон Нового Завета. То есть, почему он построен именно так, почему входят именно эти книги, а не другие, и насколько сложен был процесс, но с точки зрения именно с того, что сделал Господь, чтобы спасти свой народ, да, именно история искупления этого мира, именно поэтому собран вот такой канон. И, на мой взгляд, было очень интересно написано автором это все, но она довольно сложная, он пишет ее как такой серьезный богословский труд, и, я не знаю, может быть, это даже он писал как свою диссертацию какую-то, но она, если вы хотите что-то посложнее и что-то интересное, то я советую вам, обязательно найдите, и она есть на русском, как вы видите, и ее можно прочитать. На английском 100% есть, он живет в Америке. На этом и завершается парад моих книг, которые я хотел бы вам порекомендовать на это лето. Надеюсь, вы сможете их прочитать, и если вам какая-то из них понравилась или которую вы уже читали, напишите в комментариях. Может быть, вы можете посоветовать мне какие-то книги, и я обязательно посмотрю. Может быть, я что-то уже читал, а что-то хотел бы и для себя выбрать из того, что читаете вы. Спасибо всем, что смотрели. Надеюсь, увидимся в следующем видео. Пока!